но она признана Европой, что является самым главным. Всегда Нет. очень легко рассуждать в прошедшем времени. Конечно. Ты готов делать это в ракурсе единой команды? Сказал, что Светлана Георгиевна мне предложила занять пост руководителя силового блока. Андрей Абозов – это тот человек, всю эту грязь, а в конце написал, что такого плана, что типа, ну вот теперь Макар твой, типа делай, что хочешь, ну типа того. Поставил, но в конце было написано конкретно, черным по белому, что ты же понимаешь, что это все мне придется им отдать. Что невозможно политэмигранту зайти в посольство и не уехать оттуда в багажнике в Беларусь. Человек меня прямо обвинил в убийстве Павла Шереметьева. Здравствуй, Игорь. Да, Саш, здравствуй. Рад тебя видеть. Ты не представляешь, как я рад тебя видеть, потому что за эту неделю событий произошло огромное количество, и у меня от вопросов к тебе могли взорваться все комментарии. Знаешь, я до последнего еще даже как бы сомневался, что у нас будет второй стрим. Потому что первый прошел у нас, скажем так, в колкой дружеской обстановке. Ты отвечал на все и даже на самые неудобные вопросы, которые вызвали у многих негативную реакцию. Ты знаешь, о чем я говорю, о моей сильной нелюбви к господину Путину. Понимаю. И твой взгляд на эту проблему. Сегодня я очень рад, что ты здесь. И надеюсь, у нас будет такая же искренняя дружеская беседа, и ты будешь отвечать на все вопросы, даже самые неудобные. Смотри, мое видение ситуации, я хочу с тобой говорить как другом, хоть у нас и расходятся где-то мнения, но как я вижу. Последние 2 недели, вот я даже ощущаю, сравнивая с последними 4 месяцами, произошел какой-то непонятный так называемый раскол. Вроде ты сделал просто свое заявление, где ты говоришь: ребята, я считаю по-другому, и тем самым даже в комментариях произошел разлом. Кто-то тебя любит, кто-то тебя ненавидит и тому подобное. Но при этом я обратил внимание, что не обращал до этого последние 4 месяца. Идет массовая атака на Светлану Тихановскую. Просто там каждый 10-й комментарий: все, она не лидер, все, она сдалась, она все слила, она подобное. И идет атака на Нехту, что они все продажные, они тому подобное. Хотя этим 2 людям в тот период исторического времени, что есть, мы можем относиться по-разному. Я отношусь с огромным уважением только потому, что Светлану эта волна выкинула, и не каждый, любой вообще человек, особенно который космически далек от политики, это бы выдержал. И я для себя признаю, что по сравнению с тем уровнем, как она разговаривала полгода назад и сейчас, этот человек просто растет очень-очень быстро. И ей, я уверен, как и всем белорусам, тоже нелегко. Но она признана Европой, что является самым главным. И Нехта внес тоже рупор номер 1 в свое время был. Ну и сейчас, наверное, остается для белорусов. 2 миллиона подписчиков, он телеграм-канал номер 1 в мире, и весь мир узнавал, что происходит у вас через него. Твое мнение, что происходит и почему вас противопоставляют? Саш, я скажу так, что Светлане Георгиевне у меня тоже есть вопросы, потому что если смотреть на общую ситуацию в целом, то мы все должны прекрасно понимать, что к Светлане Георгиевне, помимо меня, есть вопросы у многих людей, те, которые выполнили свою работу. А то есть Светлана Георгиевна была обязана, если она не смогла это сделать сама, потому что все прекрасно понимают, что у нее не было политического опыта, у нее не было опыта какого-то тактического, силового.
она не была профессионалом, которая имеет опыт, проиграв какую-то войну или битву, да, или в каком-то сопротивлении противостоять. И очень было важно, чтобы именно она создала свою команду, очень серьезную команду, потому что от этого, именно от этого зависела и судьба страны, судьба нашей Родины и судьбы многих граждан. Почему? Потому что когда люди вышли самым огромным количеством, а их было практически 600 тысяч, когда был самый пик протестного движения, вот тогда осталось просто зажечь спичку. Почему лидеры оппозиции этого не сделали? Почему не было четкого управления? Почему не было четкого плана? Я об этом говорил много раз. Дайте мне сейчас вот это количество людей, которые были настроены только напрочь для свержения режима. Были люди все обеспокоены, были все зажжены. Был стимул. 100% режим к этому не был готов. Я в этом уверен, потому что потом все, когда пошло на спад, режим начал вот эти вот свои действия, да, то есть он начал крепнуть. Потому что когда в Минске порядка 600 тысяч людей, об этом даже нет никакой речи, потому что я даже вчера разговаривал с Семеном Георгиевичем Шарецким, и мы очень долго разговаривали вот по поводу вот этих всех протестов. Меня даже смутило то, что когда они готовили в 1996 году именно импичмент Лукашенко, они заручались поддержкой сотнями людей, Саш, сотнями. Ты представляешь? Сотнями. И они готовы были на это пойти. А здесь было сотни тысяч. Представляешь, какая Смотри, разница? нет, Сотни всегда тысяч. очень легко рассуждать в прошедшем времени. Тогда вопрос, где были те, которые готовы были возглавить эти 600 тысяч? Почему, когда уже все избили, мы сейчас к этому возвращаемся? Саш, вот в этом, вот именно вот поэтому у меня и есть вопрос к лидерам. Почему? Потому что в данный момент у нас лидеров много. Но если посмотреть на общую работу, то работы нет. Понимаешь, когда людей гонят просто под дубинки, а я говорю гонят, не просят, а гонят, потому что это, на мой взгляд, это неправильно. Люди свое дело сделали. Если этот протестный, вот именно протестная масса, да, то есть вот этот вот фитиль не был зажжен, нужно просто готовиться и ждать опять. И самое главное, что не нужно жить амбициями, а нужно смотреть вперед именно, что мы будем делать, когда будет опять такой всплеск протестной массы, а не что мы будем делать потом, когда победим или когда этот режим свергнем. Об этом нужно сейчас забыть, потому что сейчас пошла такая тенденция, что многие лидеры или активисты вот этого протестного движения, оппозиции, делают какие-то там проекты, там всякие там реформы Министерства внутренних дел, Комитета госбезопасности, каких-то вооруженных сил. Это никому сейчас не надо. В Беларуси достаточно умных людей, когда режим победим, они напишут это очень-очень быстро, в самые кратчайшие сроки. Этим сейчас не нужно забивать голову. Сейчас нужно направить все свое мышление, всю свою силу, разум, и именно вместе идти к нашей победе, думать только об этом, только об этом. Сейчас нужно поднимать людей, сплачиваться как никогда, делать час X и всем просто выходить. Не брать никого извне, а только самим. Вот по поводу этого я бы хотел обратиться именно к лидерам оппозиции, чтобы они думали об этом. Хорошо, ты при этом произнес фразу «мы должны все вместе». Конечно. Ты готов делать это в ракурсе единой команды? Конечно, готов. А вот Понимаешь, после твоего Саш, заявления с тобой кто-то связывался вообще? Как-то вы общались или ты связывался с, там, не знаю, мы разговаривали со Светланой Георгиевной, когда встречались. Много тоже сейчас это все обсуждают. И в частности, она заявляет, что мы с ней разговаривали, и я просил ее об этом не говорить. Я этого не помню, но, может быть, конечно, я такое и сказал, потому что благодаря вот этому небезызвестному Андрею Абозову, который внес смуту и который меня отговаривал идти на эту встречу. Потом, после этой встречи, я ему сказал, что Светлана Георгиевна мне предложила занять пост руководителя силового блока, что она мне официально даст легитимность на создание команды, и что я буду этим всем заниматься. Но я от Андрея Абозова услышал то, что это сейчас делать не нужно, потому что ты влезешь в какие-то там внутренние разборки,
там что-то будет неправильно и нужно отказать. Естественно, я Светлане Георгиевне написал сообщение, что Света, я пойду, скорее всего, своим путем, поэтому пока я не готов. Вот и все, и на этом все закончено. Но далее, конечно, продолжалось все совсем по-другому, и вот то, что произошло, это, конечно, меня просто поставило в тупик, потому что на сегодняшний день меня просто пытаются убрать как-то с поля, но я это сделать не позволю. Ну, я думаю, тебя уже с поля не убрать. То есть ты осознал, что тогда ты послушал, я не помню имя, Абозова, и Да, сделал Андрей. неправильное решение, надо было входить в структуру Светланы Тихановской и отвечать за силовое направление. Правильно? Саш, понимаешь, я бы вот именно тогда, конечно, я, может быть, по-другому бы это сказал, но сейчас я бы это трактовал так. 100%. Значит, если я перейду к Светлане и буду заниматься силовым блоком, я бы очень хотел, чтобы меня никто не переделал. Почему? Потому что вот такой, какой есть сейчас я, такого у людей, у граждан Беларуси больше не будет, понимаешь? И если я приду этим заниматься, я бы очень сильно хотел, чтобы меня никто не исправлял и не заставлял делать то, чего я априори делать никогда не буду. Я буду идти только к победе. И скажу даже больше, у нас очень-очень мало времени, очень мало. Заниматься какими-то там грандами или писать какие-то там проекты, которые на сегодняшний день вообще абсолютно никому не нужны, я это делать не буду. Я буду идти к победе. Ну, я думаю, вы договоритесь. Мне самое главное, что вот эти, скажем, пальцы, которые сейчас разбросались, можно опять собрать в единый кулак, и каждый будет заниматься тем, где он силен. Кто силен, скажем, в силовом блоке, может заниматься силовым. Кто силен в экономике, будет заниматься экономикой. Кто силен в Конституции, пусть пишет сейчас Конституции. Все же можно делать параллельно. Тут же самое главное – это открытость перед людьми, потому что чем больше закрыты, назовем так, все лидеры и команда, и они не ходят общаться вот просто к людям, просто к блогерам, тем больше получается вот этих недоговорок и каких-то неправильных суждений. А мы же прекрасно понимаем, что спецслужбы России, что КГБ Беларуси, оно же участвует в этих всех движениях, и я помню по Украине, как заливаются определенные нужные потоки. Самое главное – раздробить людей. И у них, конечно, да, это самое главное. и я не хочу, чтобы у них это получилось. Если ты готов отвечать на все вопросы, я бы очень хотел, я верю, что ты не ставленник никаких спецслужб. Я гораздо больше Саш, верю, что кто-то может манипулировать, увидев, что ты можешь внести, скажем, какие-то препоны в команды лидеров оппозиции, то тебя, конечно, будут поддерживать. Ты можешь даже не этого осознавать, тебя могут заливать там ботами и тому подобное. Потому что, я же говорю, такого количества негатива я за 4 месяца никогда не видел. Ладно, давай перейдем тогда. Очень много вопросов от людей по поводу ваших отношений с Абозовым. Я посмотрел интервью у Татьяны. Могу сказать, что он пытался быть максимально корректным. Он 2 раза тебя уколол. При этом постоянно говорят, что ты его старший брат, что ты герой, потому что, болея коронавирусом и будучи в очень тяжелом состоянии, ты делал те отчеты, которые ты делал, и те расследования. При этом он оставил себе какие-то пути к отступлению, потому что не прозвучало прямого ответа, почему он удалил твой аккаунт и все связи, которые у тебя, так я понимаю, там были, потому что мы с тобой потерялись сразу же. У меня единственная связь была через него. И то, как ты меня нашел, это у нас в Телеграме отдельное видео есть. Что у вас, где разошлись мировоззрения? Потому что он подводил к тому, но не сказал, что ты
не знаю, работаешь, как он догадывается, со спецслужбами, либо в темную, либо в светлую. И у него предел накипел, но он тебе повесил не значок Путина на твой чат, а значок герб Лукашенко, условно говоря. Вот расскажи про ваши взаимоотношения. 15 лет вместе. По поводу, да, сложно мне, конечно, насчет этого говорить, потому что, Нет, ты можешь тоже не наверное... подливать масло в огонь, если вы можете сами Нет, нет, разобраться. нет, 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 Саш, нет, 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 абсолютно, это абсолютно нормально. И даже скажу больше, что здесь вот именно вот в этом случае, это здесь уже реально мой принцип, потому что что касается Андрея Абозова, это точно так же касалось и тех моих коллег из Алмаза, которые поливали меня грязью. Но скажем так, что коллеги из Алмаза, меня с ними связывала только работа, когда я работал в отряде. С Андреем Абозовым меня связывает немножко другое, точнее связывало, потому что с ним мы прошли очень серьезный путь, это с времен выборов 2006 года. Этот путь был связан именно с риском для жизни, мы тоже это прошли, слава богу, остались живы. Было много всего, то, что забыть просто невозможно. И я просто не понимаю, почему Андрей Абозов так поступил, но, наверное, я соглашусь, что все-таки политика – это грязь такая, что даже об этом говорить не хочу, потому что я только с этим сейчас столкнулся и вижу, что предательство в политике – это абсолютно нормальный факт, абсолютно нормально. Мне вчера даже Семен Георгиевич Шаревский рассказывал, как предали, когда собрали подписи именно в парламенте, да, против для импичмента Лукашенко. И как в самом конце были просто преданы и слиты Лукашенко. Поэтому здесь я скажу так, что если брать с самого начала, то Андрей Абозов – это тот человек, который меня и привел в данную политику. Это человек, который, скажем так, сделал, наверное, благодаря ему я сделал свои первые шаги уже политически. Когда многие, кстати, задавали вопрос, когда были вот эти вот протестные массы огромные, когда было там большое движение в Беларуси, когда все сплотились против режима, где тогда был Макар? Я отвечу сейчас всем, где был Макар. Макар тогда жил абсолютно нормальной жизнью, абсолютно нормальной. Макар нормально спал, нормально питался, я занимался спортом, я делал свое любимое дело. Я жил тем, чего я добился в Литве. А Литва – это для меня, я скажу, может быть, это будет и громко, может быть, я поддамся критике, но скажу честно, что для меня Литва – это вторая родина. В ней я приобрел свое детство. И я вряд ли забуду те места, которые в Литве стали для меня дорогими и родными. Поэтому вернусь к Абозову. Абозов, благодаря Абозову я сделал вот эти свои первые шаги, и скажу так, что я никогда не думал, что Андрей сделает вот этим образом, когда он меня ввел в политику, когда он меня привел к Белорусскому народному трибуналу, он познакомил меня с ребятами из данной организации и сказал, что я должен работать, чтобы мой карьерный рост рос. Я просто не думал, что он меня подвергнет такому вот тотальному контролю. Он сам создал телеграм-аккаунт, он сам мне его дал, он делал это при мне, он доставал эту карточку эстонскую, он мне делал телеграм, я вводил код, то есть мы это делали параллельно. Он при мне эту карточку из телефона достал и положил, вот была такая огромная коробка просто карт. И мне Абозов говорит, что вот эта вот карта, это там вот всех, короче, людей, кому он делал телеграм-аккаунт. Далее, то, что было, это, наверное, то, что я не замечал, когда у меня начинались уже там серьезные какие-то встречи, вот в частности там с Валерой Цепкало, когда я встречался, или со Светланой Тихановской, он мне всегда говорил, что без меня таких встреч быть не должно. Все политические ходы по политике только я. Все, ты у нас силовик, ты силовой, ты идешь вперед. То есть, ну, как бы у нас были, конечно, противоречия. Я говорил ему, что Андрей, ну, ты просто, я не понимаю, может быть, я чего-то сам не понимаю, но я не маленький ребенок. Я в политике, конечно, ну, многое не понимаю, да, это мои первые шаги, но я могу сам поговорить с человеком, и ты потом об этом все узнаешь. Нет, нельзя, там, все, ну, то есть, естественно, я, конечно, встречался, но, скажем так, что, зная потом вот эти вот шаги,
И понимая, что могло быть, вот, к примеру, пару дней назад мы общались с Ольгой Карач. Она мне сказала, что, Игорь, это не секрет абсолютно, я тебе говорю, что после того, когда вот у вас с Андреем Абозовым это все произошло, он мне писал какие-то очень такие плохие сообщения, ужасные сообщения. То есть я спросил, Оль, какие? Но она мне говорит, что вот он написал одно из последних, это то, что, то есть вылил всю эту грязь, а в конце написал, что такого плана, что типа, ну вот теперь Макар твой, типа делай, что хочешь, ну типа того. Но она мне написала, что ты не чемоданчик, который мы должны делить, то есть меня это поставило просто в какой-то угол, я сказал, Оля, я могу это озвучить конкретно? Она сказала, да, конечно, без проблем, это не секрет, поэтому я хотел бы сказать Андрею Абозову, что я не чемоданчик, который вы будете разменивать, да, и то, что я хочу, то я делаю. Те, допустим, движения, которые делал Андрей Абозов, меня очень убивало то, что он отговаривал меня общаться с народом. Он просто напрочь отговаривал. Он мне говорил, что типа было такое, конечно, я не буду скрывать, то есть если мы с тобой, Саша, откровенные, то я расскажу так, что было время, когда я Андрею Абозову звонил, у нас было очень много с ним звонков, очень. И я просто звонил, когда были кое-какие стримы, в частности, у Татьяны Мартыновой. Были комментарии, которые просто меня доводили до слез. Это было реально. И я звонил ему, говорю, Андрей, блин, я понимаю, что я просто за народ уже пойду до конца, 100%. И почему-то он мне говорил, Игорь, да успокойся, не читай эти сообщения, да это бред, не поддавайся этому. Там, ты, если будешь читать, ты зазвездишься. Вот это слово «зазвездишься» случалось с уст Абозова всегда. И я не понимал, что такое «зазвездишься». То есть я комментарии как читал, я также и продолжаю читать до сих пор. Я сейчас стараюсь людям отвечать на эти сообщения, ну, то есть стараюсь общаться. Они мне пишут в телеграм-канал, в телеграм-аккаунт. Я каждому стараюсь человеку ответить, каждому. Кто-то пишет с каким-то позитивом, там огромное спасибо, кто-то пишет, а зачем вот вы так поступаете? Я каждому стараюсь объяснять. Конечно, не могу так написать там огромное, высказать то, что у меня внутри, но я пытаюсь. И, конечно, самое, наверное, страшное, это то, что произошло вот совсем недавно, когда я просто понял, что Андрей Абозов удалил мой телеграм-аккаунт, и зная то, что сколько там было сообщений, сколько там было информации, там мне писали сотрудники. Каждый сотрудник, который ко мне обращался, он просил меня подтвердить мою личность видео, именно видеосвязь. То есть мы друг с другом разговаривали по видео. Я никогда не скрывался. Многие сотрудники, которые со мной связывались, меня тоже это ставило в тупик. Не хочу сразу раскалывать кого-то, но я это тоже скажу, дабы кое-кто просто принял это к сведению и больше так не делал. Потому что многие сотрудники, общаясь со мной, мне потом говорили так: Игорь, вот мы вам позвонили, да, точнее я, и вы сразу же сами предложили, как вот мне это сделать. Я говорю, сразу видеосвязь, все разговариваю. Я вам позвонил, вы в халате, а почему вы так вот это делаете? Я говорю, ну какая разница, я в халате, я дома. Но вы предложили сразу видеосвязь. Мы связывались с Байполом. Они нам пишут, что присылайте свои данные, фотографии, удостоверения, там, кем вы работали, где, когда. Я им пишу, что я не могу, мне нужно убедиться, что это вы. Не переживайте, мы за границей, ничего страшного не будет. Что такое не переживайте, мы за границей? Кто вы такие, что вы за границей? Вы обязаны человеку, обязаны обеспечить его безопасность. Вам человек шлет свои данные. Да будьте вы хоть в Израиле, какая разница, что вы за границей? Вы обязаны сделать видеосвязь, вы должны показать свое лицо. Человек должен быть уверен, с кем он разговаривает, ваше имя и фамилию, и кто вы такой. Дабы если вдруг с человеком что-то случится, эта фамилия будет всегда и везде. Понимаете? Вот этого не происходило. И, значит, вот на фоне всего этого контактов там было, я просто не, Саша, если вот так вот взять просто вот телефон, дойти от начала и до конца, я просто не представляю, сколько мне нужно было времени вот так вот просто листать. Информации было куча. Практически полгода моей работы было вот именно в этом телеграм-аккаунте. То есть там я разговаривал с людьми, которых избивали в РОВД, которые мне рассказывали, как ОМОНовцы помечали их маркером, кого-то черным, кого-то красным. Ну, то есть там было просто куча информации, там было куча фотографий. И вот это вот все, Саш, было просто удалено. Понимаешь? Когда я начал этим плотно заниматься, я, конечно, звонил. Он тебе мотив объяснил? Как? Он тебе мотив объяснил, зачем он удалил? Нет. Когда я
поехал к Валерии Цепкало общаться, у меня произошел один очень серьезный случай. Если это случай, я подтвержу, что в этом есть участие Андрея Абозова. Значит, я думаю, что это очень хорошо не закончится, потому что мой будет принцип и очень-очень серьезный и жестокий. Я это все опубликую конкретно и выставлю к Андрею Абозову очень-очень кучу и массу всяких претензий, на которые я его заставлю ответить передо мной и перед белорусским народом, и в частности перед семьей одного человека, который сейчас подвергся очень-очень серьезному давлению, очень серьезному. Поэтому вернусь к телеграм-аккаунту. То, что было удалено, после того я связался с ребятами из Белорусского народного трибунала. Многие со мной разговаривали, конечно, не сильно корректно, но с одним я поговорил очень хорошо и по душам. Он мне сказал, что Андрей Абозов данную карточку моего телеграм-аккаунта просто выбросил. Но у меня есть тогда вопрос. После этого почему-то сразу же, да, то есть вот, чтобы люди понимали, я объясню, как это все произошло. Я зашел к себе в кабинет, прозвучало, то есть звук смс. Я взял, вот так вот посмотрел, от Андрея Абозова пришла огромное сообщение, которое я потом, я тебе даже Саше его дам, чтобы его опубликовать. Там было очень много всего написано, что там ты меня там подставил, не знаю, правда, в чем я его поставил, но в конце было написано конкретно, черным по белому, что ты же понимаешь, что это все мне придется им отдать. Понимаешь, что было написано? То есть я понимаю, что вся информация будет подана спецслужбам. Я надеюсь, не белорусским. Лучше отдай эстонским. Так будет гораздо спокойнее. После этого я сел за стол, взял телефон и не знал, что ему написать. Я ему написал порядка 5 смс, которые, конечно, я потом удалил. Они не были там в такой жестокой форме, но я сказал, что нам не по пути. Зачем ты делаешь, почему ты не можешь со мной поговорить, что типа там ты подлец и т.п. Я это все потом удалил, но я смотрю, мой телеграм, этот аккаунт начинает белеть, и все сообщения начинают стираться. Я перешел на другой, посмотрел вот так туда-сюда, то есть я понял, что это было все удалено. И действительно он был удален. После этого я увидел Белорусский народный трибунал сообщение, что мы объединяемся с Байполом. Это было в одно время. И это сообщение потом сразу же стерлось. Понимаешь, я думал, что такое происходит, не понимаю. Понимаешь, я потом сел, и потом, вот как ты знаешь, да, на моем телеграм-канале, в этом аккаунте, появился белорусский герб с флагом. Понимаешь, это по мне это какое-то кощунство, это даже не предательство, это просто, ну, это выстрел в спину. Потому что вот сделать такое, Саш, я не понимаю. Потому что если Белорусский народный трибунал объединился с Байполом, то мне очень бы хотелось, чтобы Байпол сделал расследование. И мне, и всем людям, да, и там лидерам оппозиции, да, показал и доказал, как можно таким образом, выбросив карту в Беларуси, в мусорку, допустим, да, кто-то ее нашел, получается, включил телеграм-аккаунт, да, и именно поставил белорусский флаг и белорусский герб с флагом на заставе. Саш, для меня это бред, понимаешь? Это просто издевательство. А почему это все было удалено? Потому что понятно, что это уже поддалось такой, ну, то есть по конкретной критике, да, со стороны людей. И очень многие сделали скриншот. В частности, ты это сам выставлял у себя в канале. Понимаешь, вот на это я вопросы не получил. Абозов со мной вообще не общается, абсолютно. Поэтому как бы в этом плане у меня к нему вопросов очень много, но в принципе я не думаю, что я буду с ним общаться дальше. Потому что все что у нас между нами было, я даже не хотел. Погрузились слишком глубоко в ваши отношения. Да. Теперь тогда, раз, я так понимаю, ты плотно работал с Андреем, перейдем дальше. Есть у вас еще один человек из спецорганов по фамилии Бородач, я, к сожалению, не помню его имени. Я смотрел выпуск, я его смотрел выпуск. Мне этот, скажем, мужчина внушает доверие, и он очень жестко по тебе прошелся. В плане того, что невозможно политэмигранту зайти в посольство и не уехать оттуда в багажнике в Беларусь. И говорит, что где-то ты юлишь. Саш, как тебе сказать... Наверное, вот если касаться Владимира Бородача, я бы здесь с тобой поговорил, наверное, фактами. Почему? Потому что
Вот это бла-бла-бла ни мне, ни тебе, никому не нужно. То, что ты говоришь, что этот вот человек внушает доверие, то здесь бы я хотел тебе задать вопрос. А что этот человек сделал, кроме бла-бла-бла? Вот когда будет у тебя время на досуге, да, вот ты просто посмотри, и потом я бы хотел, чтобы ты мне сказал: Игорь, вот этот человек сделал вот это. Я тогда скажу: Саш, снимаю шляпу, понимаешь? Но что касается Бородача, он делает только бла-бла-бла, потому что, скажу так, что я с ним лично не знаком, я с ним не знаком вообще. Я единственное, что сделал, это когда он меня облил грязью, а это так, на что я, конечно, первое, что сделал, это поговорил с человеком, который его близко знает. Я не буду называть фамилию, чтобы опять не носить какой-то разлад. Но этот меня человек убедил, что Владимир Бородач, он все, что делает, это только разговоры, разговоры и разговоры. Я посмотрел его видео, которое он выпускал, понимаете? Человек меня прямо обвинил в убийстве Павла Шереметьева. Понимаешь, то есть что я еще должен на это сказать? То есть человек, который ставит во главу, допустим, какого-то показателя, человека, который что-то сказал и просто получил документы в Евросоюзе и просто исчез. Он сейчас в жизни страны не участвует вообще абсолютно, хотя его информация была бы очень-очень важна. И если, допустим, просто в это не вдаваться, то я скажу так, что для меня Владимир Бородач – это человек, который вот на сегодняшний день, да, я говорю, что это человек, который напрочь лишен абсолютно нормального человеческого рассудка. Почему? Потому что человек, будучи военным, а он полковник, он не может понять одного, что в отличие от Бородача, который просто надувает какой-то мыльный пузырь, раздувает свои щеки и говорит, что меня просто хотели убить, что Макар получил с Комитета госбезопасности $1,5 миллиона, которые были на счету по приказу Лукашенко, и вот это начинает раздувать, понимаешь? Бородач не может понять, что Макар, рискуя своей жизнью, защищал белорусский народ, граждан, которые хотят перемены, потому что я могу просто по-быстрому тебе рассказать те факты, да, которые, я думаю, что после которых ни у кого не останется сомнений абсолютно в моей честности и в моей искренности. Первое – это когда я встречался с Владимиром Наумовым. Тогда он был министром внутренних дел. Значит, нюансы никто не знает, да, знает только о записи. Но с Владимиром Наумовым я встречался в подразделении «Алмаз». Конкретно в спецподразделении «Алмаз». И меня туда привозил близкий мой друг, которому я сказал, что: Дим, если я через час не выйду, значит, едешь к Александру Козулину и говоришь все, куда я пошел. Потому что даже Козулин не знал, что я встречаюсь в Алмазе. То есть, если люди вменяемые и понимают, что могло было произойти, то есть, понимаешь, я пошел, будучи гражданским человеком, который был близок к Александру Козулину, я пошел на разговор к министру внутренних дел, который напрочь запятнан просто всеми преступлениями и который поддерживает режим Лукашенко. Я пошел с ним разговаривать в спецподразделение «Алмаз». Я думаю, больше не нужно ничего говорить. Второе, что когда, допустим, если взять ситуацию по поводу моего отлета в Украину, я поднял ситуацию с Павлом Шереметовым, с его гибелью. Ко мне обратились украинские спецслужбы. То есть я не буду там нюансы рассказывать, но я полетел в Украину, Саша, понимаешь? И зная, что могло быть, мне люди писали, собирали подписи: Игорь, пожалуйста, не лети, тебя убьют. Саш, но я полетел. И я полетел не на сутки и не на двое. Я там был практически неделю. И когда я прилетел с Украины, со мной уже связывались люди со спецслужб, моих друзей, и мои друзья в частности. И они мне уже рассказывали плотно и конкретно, какие связи у Лукашенко есть в Украине, и что с тобой могло было быть. Понимаешь? Об этом тоже никто ничего не говорит. И последнее, что касается белорусского посольства. Чтобы все понимали, ко мне обратились мои близкие друзья, которые на сегодняшний день работают в спецслужбах. Они мне рассказали, что готовится провокация. СБП готовит провокацию, то есть будут произведены выстрелы по сотруднику ОМОНа. И они меня просто попросили: Игорь, пожалуйста, придай этому гласность, то есть где-то это все опубликуй.
Я пытался через Андрея Обозова. Я ему говорил много раз. Андрей, значит, обращался, я не помню, каким-то изданием, да, но он сказал, что никто не поддерживает. Последнее было обращение к Ольге Карач, и она об этом подтвердит, если к ней обратятся. На что Оля сказала так Обозову, что это невозможно опубликовать, и даже более того, если Обозов мне не врет, я думаю, что я с Олей об этом не разговаривал. Она сказала так, что тот человек, который тебе данную информацию дал, это провокатор, и с ним не общайся вообще напрочь, потому что это чистой воды провокация. После этого я подумал, что мне нужно это сделать самому. И что я сделал? Я пошел в белорусское посольство. То, как вот это и было обозначено. Но я никому не рассказывал то, что расскажу сейчас тебе. Нет, вру, я об этом говорил. Так, где, ну, я не помню, где я говорил, да, но вот недавно я об этом чуть-чуть сказал. Когда я шел в белорусское посольство, чтобы это слышал сам Бородач. До этого я своему самому близкому человеку в Литве оставил все ключи, все документы, все, где я живу, то есть что-то важное, свой автомобиль, и сказал, где я автомобиль оставлю, да, и на заднее сиденье, на заднее колесо я положил ключ от автомобиля, на правое колесо. Я это все рассказал, но данному человеку я также и сказал, что будет лежать мой телефон в бардачке, где я записал свое сообщение к своей бабе. Понимаешь? Потом я пошел в посольство, где было, значит, мной названа вся информация, и после всего этого я понял, что я информацию донес правильно. Мне сказали, что меня ждут в следующий раз. Я согласился, потому что я понимал, что в следующий раз будет сделана запись. В следующий раз я также пришел, я также оставил машину, также оставил ключи на колесе, также сообщил этому человеку, который меня ждал. Значит, и я сделал то же самое. Когда я ушел, я уверен был, что запись была сделана, но я не ожидал одного. Вот этот вот человек в посольстве, который занимался государственной безопасностью, он мне прямо в лицо спросил вопрос, который я просто не ожидал. Я о нем даже забыл. Он мне сказал, назови мне сумму, которую мы должны заплатить. Понимаешь? И если люди слышали запись, которую опубликовали, я там минут 10 просто мычал. Я не знал даже, Саш, какую сумму назвать, чтобы это не выглядело смешно, и чтобы это не была сумма, от которой просто мы будем все оба смеяться. Понимаешь? То есть я назвал 1, 5, 2, то я даже, если честно, не помню. Понимаешь? Но я ушел. И мне сказали прийти третий раз. И что интересно, Саш, я пришел третий раз. Не потому, что мне там хотели дать денег, а я пришел. И я уверен, что мне скажут так, что Игорь, мы поговорили, ну то есть как это и обычно и происходит, мы поговорили, но к огромному сожалению, там вот, ну вот ждите позвонка. И так и было, Саш. То есть мы пожали друг другу руки, он мне оставил свой телефон, если что, мне звони, и я ушел с посольства. И я ушел, и я был уверен 100%, что информация, которую я донес, она дошла до людей, и этой провокации, Саша, не было. И мой друг близкий, это Дмитрий Шахраев, да, который работает сейчас начальник службы безопасности президента, не совершил преступления, потому что если бы была эта провокация, он, как начальник службы, понес потом наказание, когда режим бы пал. Понимаешь, о чем я говорю? А Дима Шахраев, это я, ну, может быть, конечно, я и скажу так громко, но это был друг, на которого я реально в Алмазе, ну, просто равнялся на него. Это очень близкий мой друг. Но мы остались, вот как сейчас, мы стали, как вот сейчас называют, по ту сторону баррикад, понимаешь? То есть вот, люди не могут, допустим, понять, что мой близкий друг на сегодняшний день личный охранник человека, который просто запятнан, который просто замазан в преступлениях, понимаешь? Но я об этом не думаю. Я еще думаю, что все-таки все будет хорошо. Смотри, я опять у тебя украл много времени. Давай мы сделаем так. У меня очень много вопросов, прямо за эту неделю, наверное, под 1000. Я выбирал сегодня все утро, выбирал от людей, и потом сделал в канале быстрый опросник, тут уже их 100. Давай мы сделаем так, как я смотрю, мы уже совсем далеко зашли по времени.
быстрый такой блиц, чтобы ты постарался сказать свои вещи. Тут сейчас пойдут очень разноплановые вопросы. Из одной стороны, ну, то, что волнует людей. Да, Давай понимаю. назовем такой супер блиц для Макара от белорусского народа. Может, здесь где-то есть и спецслужбы, я не знаю. Ну, комментариев очень много. Что вы, в частности, вопрос от Панамы. Что вы, в частности, планируете на весну в Минске? Я планирую создать свое движение, планирую, чтобы максимально люди все сплотились, максимально. И я все-таки планирую сделать то, что, скажем так, планы раскрывать не буду, но сделаю все то, что приведет нас к победе, потому что назад дороги у нас нет. Ну, мы вначале говорили, но людей это волнует. Готов ли, вопрос от All, готов ли Макар инициировать встречу лидеров протеста для объединения и выработки общего плана на весну и работы как единый кулак? Это я добавляю от себя. Да, на этот вопрос я отвечу так. Может быть, это будет грубо, но если лидеры оппозиции не могут это сделать, то это сделаю я. Я поддерживаю всегда один кулак, я верю, что вы договоритесь. Но я этого искренне очень хочу. Сейчас, может быть, когда-то посмотрит команда НАУ и все-таки даст мне интервью. На те же вопросы хотя бы ответить. Было бы очень здорово. Ну, я тоже хочу. Ведется ли работа в регионах и какое твое отношение к Кремлю? Ольга спрашивает. В регионах ведется работа и очень-очень серьезная. То, что Обозово было удалено, там я провел вот именно по районам просто грандиозную работу, и, к огромному сожалению, почему-то эти люди сейчас не появляются, но я надеюсь, что они появятся. Может быть, Саша, с твоей помощью, когда опубликуем мой телеграм-канал, аккаунт, который на сегодняшний день есть. Давай я в комментариях оставлю все твои координаты для контакта. Ты не против? Да, было бы хорошо. Поэтому работа ведется, и она будет вестись, будет сделана альтернатива той, которую, допустим, делал канал «Нефта». Но я хочу это сделать, разбить по районам, сделать один центр, который будет вещать. Я буду собирать в плане того, что я буду и давать информацию, и буду сам собирать именно по состоянию людей, по их мнению, по районам, то есть что происходит, как работают там активисты, там, допустим, как работают органы в тех районах. И для меня это очень-очень важно, именно для самой работы, ту, которую я хочу провести. А по поводу Кремля... То есть ты хочешь создать региональную ветку, которая покроет условно все областя? Конечно, да. И даже если проводить какой-то социологический опрос, то есть важно вот то, что я сделал до того, когда я опубликовал свое сообщение по поводу невыхода на ВНС. Я это не сделал просто со своей головы, я поднял своих активистов, которые проявили свою, скажем так, и гуманность, и хорошее отношение и ко мне, и к своей родине, к стране. Они сделали огромную работу. По моей просьбе они опросили просто огромное количество людей, своих друзей, там, подруг. Они мне все написали, даже провели свою аналитику, Саш. Они мне просто написали, потому что были люди, которые, вот, допустим, это касается Бреста и Брестской области. Я не знаю, кто там, как ее зовут, потому что она свое имя скрывала, но когда она мне написала мнение людей, там просто, я даже это прочитать бы не смог. Я ее просто попросил, вы можете мне аналитически прочитать и написать это в какой форме, то есть да или нет. И она это, Саш, сделала. И я, когда это читал, я понимал, что это нужно делать в каждом районе вот именно вот таким вот образом. То есть должен человек, который будет как аналитик, вот это все анализировать и эту всю информацию доставлять в штаб. Это очень важно. И на фоне вот всех этих вот мнений нужно складывать свое мнение и делать какое-то заявление. Или так, или так. Это очень важно, потому что самое главное, нужно учитывать мнение людей. Это очень-очень важный факт. Не нужно идти против воли народа. Хорошо. Твое отношение к Кремлю?
Мое отношение к Кремлю, такой вопрос. Мое отношение к Кремлю, Саш, абсолютно нормальное. Для меня самое главное – это победить режим Лукашенко. И когда мы режим победим, я думаю, что мы будем строить новую Беларусь в таком понимании, в таком плане, что мы будем договороспособны, мы будем держать свое слово, мы никогда не подведем и не прервем наши договоренности, и мы реально хотим дружить, Саш, со всеми. И с Украиной, и с Россией, и с Польшей, там, и с Германией, то есть со всеми своими соседями. Мы хотим настроить какие-то свои партнерские отношения и строить свою страну. И я не хотел бы, чтобы мы поддавались какой-то критике, той, которая, может быть, нас будет ссорить. Но скажу одно, и это уже точно, Саш, и с уверенностью, что российский народ и белорусский народ, да, это братские народы. Но белорусы – это белорусы. Это не россияне, это нация белорусская, это совсем другое, понимаешь? Поэтому здесь не может быть речи о русском мире, понимаешь? Здесь не может идти речи, что Беларусь войдет в состав Российской Федерации. Мы отдельная нация, отдельный народ. И мы хотим построить свое независимое государство со своим суверенитетом и со своей независимостью. Это одна единственная моя цель. Вернусь к своему вопросу, я же должен буду тебя переубеждать, что Путин это враг. Конечно. Да. Откуда у тебя такая уверенность, что если вы захотите получить настоящую независимость, Путин не ведет войска? Ведь он с Лукашенко признал, с Лукашенко подписал договор о том, что Росгвардия в любой момент по первому призыву, а там Росгвардия 400 тысяч, готова прийти. После первых митингов Путин сказал, готово там 2 батальона, вот на границе стоит, показывали куча этих грузовиков, груженные, в любой момент приедем в Минск убивать белорусов. Откуда у тебя такая уверенность, что Путин даст произойти революции, потому что в его понятии революция у вас в Украине прошла, в Грузии прошла, еще в Беларусь пройдет, то люди в России увидят, что можно диктаторов сносить. Он этого не допустит. Откуда у тебя уверенность, что Кремль вас не обидит? Саш, моя уверенность, я скажу прямо, что я уверен, что Владимир Владимирович не пойдет на это только лишь потому, что за свободу и за свою независимость своей страны будет бороться сам свой белорусский народ. Своя армия, свои люди, свой силовой блок. Они сами будут бороться за свою независимость и за свою свободу. Мы все будем максимально сплочаться и будем сами все бороться против диктаторского режима. Я уверен на 100%, не на 99%, а на 100%, что Лукашенко для Владимира Владимировича Путина, он токсичен. И я даже, наверное, больше уверен, что он его даже люто ненавидит, Саша, понимаешь? Поэтому нам просто нужно обеспечить то, к чему мы идем. А то есть все в рамках договоренности, и за свою свободу мы должны бороться именно сами. Да, будет сложно, да, будет тяжело, но я уверен, что мы к этому придем. Вопрос от бутлегера. Мнение Игоря Макара по отношению к Францишеку Вечорки и влияние Вечорки на Светлану Тихановскую. Положительное или отрицательное? Пересекался ты с Вечоркой где-то, не пересекался? Нет, не пересекался, но с ним очень плотно пересекался Андрей Возов, наш знаменитый, мой друг, бывший. Понятно. Скажу Надеюсь, так, теперь ты будешь напрямую пересекаться. Да, когда мы со Светланой Георгиевной разговаривали, она мне говорила, что хотела бы, чтобы я встретился с ней и с ее представителем, на что я сразу же сказал, что я готов к этому. Единственное, что чтобы это не был Франк Вечорка. На что она сразу удивилась и сказала, что, блин, почему вот и ты тоже говоришь про Вечорку. Но почему такой негатив к Вечорка? Со многими я разговаривал, но просто повторю, что именно Светлане Георгиевне нужна очень-очень серьезная команда, Саша, очень серьезная. И она должна работать просто безотказно, конкретно по именно на то, чтобы прийти быстро к нашей победе. Потому что на сегодняшний день я
скажу так, что просто идет, мы просто топчемся на одном месте. Вот. Вопрос от Лех. Отношение твое к союзному государству? Абсолютно нейтральное. Готов ли Игорь Макар стереть с лица земли дворец независимости вместе с диктатором? Готов, и даже скажу больше, что я готов, когда мы будем идти к нашей победе, готов быть конкретно сам со своими людьми. Что я и хотел бы, может быть, таким ответом сказать и другим лидерам, а в частности и такому, как Владимир Бородач. Готовы ли они быть вместе со мной, когда мы будем идти к победе в час X с нашим белорусским народом? У меня некорректный вопрос, может, я не знаю нюансов. А белорусская граница, она проходная? Ее можно пройти? Как ты представляешь? Лесами? Да, я думаю, что она проходная, но есть другие способы, как можно попасть в Республику Беларусь без особых проблем. Неожиданно. Думал ли Макар об объединении с X-ОМОН для достижения общей цели? С Пашей мы общаемся очень часто, и очень скоро мы, я думаю, что сделаем кое-что интересное, что будет интересно для самих людей и будет токсично для данного режима. Я говорил, что знания Паши очень хорошие, очень важные, и то, что мы делаем, это тоже очень важно, и надеюсь, что как-то нам надо всем собираться и вместе с режимом бороться более четко и более планомерно. Вопрос от аккаунта Стоп Таракан. При поглощении Беларуси России будет ли Макар бороться вместе с народом против России? Будет. Принято. Расскажи, пожалуйста, о себе. Где родился, кто родители? Родился в Гродненской области. Родители, мой отец ветврач, мама моя продавщица в магазине, она всю жизнь работала продавцом. Сам я, как сказать, я такой был драчун всегда в школе. Но, может быть, то, что я хотел, Саш, тебе рассказать, когда мы планировали сделать такую типа посиделку у меня дома с чаем, то, может быть, кому-то будет интересно, что, значит, я закончил среднее образование с красным дипломом. И когда я, помню, пришел поступать в училище после школы, у меня были длинные волосы. Я очень любил рок-музыку, ее слушал, ну и как бы так вот поддавался вот такой вот натуре. Понимаешь, и когда меня зачислили, мне сказали постричься. Почему? Потому что я буду вносить какой-то раздор, то есть я похож на какого-то там бандита, ну вот такая вот ерунда. Понятно. Но закончилось это все тем, что я один из всего потока закончил с отличием образования среднее. Именно один из потока. Потому что была еще одна девчонка, она получила 4, вроде бы, я не помню, то ли по физике, ну что-то такое. А я один из потока получил именно красный диплом. Поэтому вот такое все. Саша, главное, я к чему говорю, что главное, чтобы было желание и воля. И можно достичь всего. В частности, у меня желание и воля с белорусским народом победить диктаторский режим. Я думаю, что это будет очень скоро. Я вижу, как летит время. Я у тебя хочу еще 10 минут украсть. Есть аккаунт у нас, подписчик Милин. Я думаю, что он в своих самых жестких вопросах к тебе собрал, в принципе, все, чем мы должны закончить эту передачу. Игорь Макар, Да. вы обвинили телеграм-каналы и штабы в хайпе и наживе на репрессированных. Какие факты, доказательства у вас есть? В ноябре, когда вы громко медийно появились, вы были сторонником исключительно мирных маршей, призывали выходить мирно. Сейчас заявляете, что штабы и телеграм-каналы подставили людей под дубинки, не заботились о людях в отличие от вас. Какую помощь заключенным все это время вы оказывали вы, призывая выходить мирно? Какую безопасность обеспечивали? Вам не кажется это дискредитацией законно избранного лидера и всей
объединенной оппозиции впервые за 26 лет? Очень такой обширный вопрос, но постараюсь ответить по-своему. Значит, начну с конца. Значит, первое, чтобы все понимали, это личное мое мнение. Светлана Георгиевна Тихановская – это не лидер. Она выбрана, и это символ. Все прекрасно понимают. Я не буду об этом повторять, что Светлану Георгиевну выбрали, голосовали не за нее, а против Лукашенко. Я думаю, что эта трактовка будет более правильна. Это не в обиду сказано, но Светлана Георгиевна является символом, и это должны все понимать. Второй вопрос по поводу того, моей медийности там, и всяких таких прочих дел. Моя медийность заключается только в том, чтобы меня больше узнал белорусский народ. Те люди, которые против диктаторского режима. Те, которые готовы пойти на крайние меры, когда я об этом позову и об этом призову. Но уже на то время у меня будет создан свой план, которого я буду придерживаться. По поводу того, что я призывал к мирным маршам, да, я призывал к мирным маршам. Я видел, что это все идет правильно, но я не видел того угнетения народа, того издевательства, которое с каждым днем постоянно росло. Я разработал свой план, я разрабатывал свою стратегию, и я к этому пришел. Я пришел к тому, что выходы людей на сегодняшний день бесполезны, абсолютно бесполезны. Они играют на руку нынешнему диктаторскому режиму, потому что народ подвергается очень серьезному давлению. Садятся люди в тюрьмы. В частности, это даже люди, которые пожилые, от 60-65 лет. Я об этом уже говорил. Поэтому по этому поводу я скажу так, что сейчас этот протест утух, и нам нужно собрать вот именно вот сделать ядро, да, которое вот на сегодняшний день все люди, они должны уйти в подполье. Нам нужно сделать, создать то ядро, да, и сделать, вот нам нужно ждать, когда это все опять вспыхнет. И это должны сделать лидеры оппозиции. Мы должны сделать то, что сделает и что приведет нас к победе. Один и последний раз. Чтобы было минимум жертв. И я не буду раскрывать все свои планы. Я очень серьезно работаю по поводу того, чтобы наша победа обошлась максимум без жертв, чтобы жертв вообще не было. Я не хочу, чтобы были жертвы, которые приведут нас к победе, и чтобы потом, может быть, кто-то кого-то обвинял. То есть нужно минимум жертв. Но если это не получится, повторюсь, мы пойдем на крайнюю меру. Сюда же в продолжение идет следующий вопрос. Вы выступаете за последний марш, за последний победный марш. Ответственность и безопасность людей, по вашим словам, в отличие от лидеров, берете на себя. В чем будет выражаться ответственность и обеспечение вами безопасности? Допускаете ли вы вероятность открытого огня по людям? И как будет выражаться ваша ответственность за возможные сотни и тысячи убитых, что не редкость для таких диктаторских режимов? Да, этот вопрос такой же, как и был предыдущий, на который я там не до конца ответил. Там еще был вопрос по поводу поддержки заключенных, там, репрессированных, избитых. Скажу так, чтобы все люди понимали, что на сегодняшний день, вот до сегодняшнего дня, вот как я, Саша, с тобой сейчас разговариваю, я не получил ни от кого ни одного цента. Я работаю за свое время, за свои деньги и за свою идею. Ни одного цента. Все, что было собрано, это на Белорусский народный трибунал. Да. Извини, сюда же продолжу, пока ты не ушел с этой мысли. Очень много вопросов. Как ты жил эти 15 лет? Чем занимался? Откуда у тебя деньги? И будут ли у тебя деньги на революцию, ресурсы? Да, так вот я говорю, что до сегодняшнего дня я не получил ни одного цента. Все, что было, шаги были сделаны для того, чтобы бороться конкретно и четко с режимом. На Белорусском народном трибунале был сделан сбор средств именно путем пожертвования. Там было собрано на сегодняшний день порядка 8 с копейками тысяч евро, которые и остались сейчас на Белорусском народном трибунале. У нас после разрыва контракта или
скажем так, что прекращение со мной работы, у нас был очень серьезный диалог по данному поводу. К огромному сожалению, мы ни к чему к общему не пришли, и данные деньги на Белорусском народном трибунале остались сейчас. Но то, что происходило, допустим, с деньгами, вот Андрей Абозов умудрился с этой суммы взять себе 950 евро на оплату какого-то жилья своего. Кто-то еще тоже брал, оплачивал жилье, я это понимаю. Но я не взял ни копейки, чтобы оплатить услуги моим информаторам. Я не взял ни копейки, то, что я планировал помочь выпустить книгу Олегу Алкаеву. Я не взял ни копейки, чтобы оплатить свою поездку в Варшаву к Степану Нефту, когда я ездил на Новый год, когда я там делал свои заявления. И мы, конечно, в этом плане ругались, но я сказал человеку из Белорусского народного трибунала: давай обойдемся так. Я сделаю заявление к людям, что все средства, которые были собраны, я к ним отношения не имею, с Белорусским трибуналом у нас сейчас работы нету, и давайте всю сумму, которая осталась, которую собирал я, отправим жене Трайковскому. На что, конечно, мне был дан очень такой серьезный негативный ответ, и мы этот вопрос просто забыли. Поэтому я не думаю, что я этот вопрос где-то буду, Саш, поднимать, и я у тебя просто хочу сказать, что чтобы люди, те, кто пожертвовал именно на Белорусский народный трибунал, когда просил этого я, чтобы они понимали, что все эти деньги остались на Белорусском народном трибунале, что к ним я не имею никакого отношения. Если они хотят дальше, чтобы данная структура продолжала работу и хотят способствовать, чтобы она лучше это делала, они принимают решение свое сами. А в остальном, как я жил, чего я добивался, я приехал в Литву, у меня было в кармане, я помню, мне Александр Владиславович вроде бы дал там $1200. Меня здесь поддерживали спецслужбы, пока я не получил политическое убежище. Я занимался бизнесом, работал тоже 24/7, много чего достиг. У меня компания в Германии. То, что я пытался жить и устроить свою личную жизнь, здесь, конечно, я к этому не пришел. Это единственное, что я не сделал, но здесь я, может быть, и скажу так, что если бы я свою жизнь личную построил, я не думаю, что, Саш, я сейчас бы боролся за свою родину, за свою страну, будучи за границей, потому что, наверное, я не поставил бы на кон свою семью, своих детей, своего близкого человека, чтобы они даже усомнились или даже, может быть, мыслью подумали, что отец может быть убит. Думаю, что я бы на это не пошел. Но, конечно, я бы постарался бы что-то сделать. Опять в продолжении. Допускаете ли вы введение российских силовиков? Есть ли у вас понимание, как надо действовать в этой ситуации белорусскому народу? Нет, российских силовиков в Беларусь я не допускаю. Но если это произойдет, у меня есть понимание, как с этим бороться. Когда ты видишь пик протестов в твоем плане? Весна, лето? Пик протестов, Саш, будет тогда, когда я увижу реальное настроение людей и реальное желание и волю к победе. Почему нигде нет Поздняка? Такого оппозиционера толкового больше нет. Почему с ним не связываются и не консультируются? Я не знаю, кто это, я спрашиваю, что спрашивают люди. Да, с Зеноном Поздняком очень хорошо общается и общался Андрей Абозов, поэтому как бы я с Зеноном Поздняком не познакомился, хотя я это хотел сделать, и Андрей об этом тоже говорил. Зенон Поздняк меня очень серьезно поддерживал, он очень серьезно отгораживал меня от ненужного общения, по крайней мере, об этом мне сообщал Андрей Абозов. Ну и, пользуясь случаем, тогда, Саш, пусть ты будешь виновник этого, я просто обращаюсь к Зенону Поздняку. Если есть такая возможность, пожалуйста, сбросьте свои контакты, я с удовольствием с вами лично пообщаюсь, так как это я сделал вчера с Семеном Георгиевичем Шаецким.
наш разговор вчера продолжался 3,5 часа. Я просто я как губка впитывал с уст этого человека, который рассказал мне, начиная от истории Беларуси с 1410 года, когда была Грюновская битва, про 9 полков белорусских, которые были со знаменами, на которых была изображена погоня. Поэтому я готов к общению и буду очень рад, потому что я повторюсь, что очень важно мнение нашего старого поколения, очень важно донести до теперешних дней, потому что это очень важный тот факт, который приведет нас тоже мысленно к победе. Очень это важно. Игорь, вопросов еще не прочитанных 138. Я понимаю, что это может привести время до вечера. Я очень рад, что мы второй понедельник собираемся. Я буду считать тебя мега смелым человеком, если мы соберемся в третий раз, в следующий понедельник. Я бы очень хотел... Соберемся третий раз в понедельник, а четвертый раз в понедельник следующий после нашей победы. Вот это было бы здорово. Я очень хочу, чтобы вы нашли точки соприкосновения со всей оппозицией, что ты готов общаться. Для меня это самое главное, потому что все, что хотят любые спецслужбы, это разъединить оппозицию. И они могут неформально делать все, чтобы человек, даже не понимая, взлетал на Олимп, а его выносила какая-то волна. Поэтому я очень хочу, и я сторонник того, что кто-то специалист в военном деле, кто-то специалист в дипломатии, кто-то специалист в праве, а кто-то там специалист... Саш, еще вот это все, что ты... 10 голов всегда умнее одной. Поэтому твое заявление, что ты готов общаться, мы так и назовем. Тебе огромное спасибо. Не знаю, чем я хотел закончить. Я восхищен тем, что мы второй понедельник. Тогда до следующего понедельника, дорогой. Хорошо, Саш, окей. Да, живи Беларусь. Живи Беларусь.